Какая красота! Первоочередная задача на сегодня – собрать немножко грибов. Буду готовить суп. И зависит его наваристость от того, сколько я грибов сейчас смогу собрать. Не думаю, что много. Ну, хотя бы несколько штук. Может, грибов и немного, но на супчик я насобираю. Вот такие шампиньоны молодые. Ого, вот такого я и не ожидала, ребята. Ё-моё. Ого. Гриб какой приличный-то. Уху-ху. А там рядом еще. Да тут вот этих 3 грибов. Вот тут еще лопнувший какой-то, или кто-то его поклевал. Хватило бы, собственно говоря. А я ведь еще подсобирала маленьких. Красавцы. Ух ты. Шампиньончики так шампиньончики. Смотрим, что у меня тут за грибной лов. Думаю, на суп более чем достаточно. Суперский экземпляр. Так, что-то я миску не взяла, буду мыть в кастрюльке. Так. Цель сегодняшнего выхода – приготовление супа со свежесобранными шампиньонами и сыром. Шампиньоны буду крошить крупно, потому что они переполнены водой. И когда они будут жариться, вариться, они очень сильно уменьшатся в размерах. Поэтому вот так вот буду. Кстати, много мне грибов даже. Получится супчик очень наваристый. Столько грибочков у нас получилось. Сейчас я их поставлю выжариваться на печке щепочницы. Кстати, иногда мне зрители пишут, уже не один человек так писал: Таня, а почему ты не берешь печку-щепочницу в свои походы? Хочу вам ответить, я беру печку-щепочницу ровно тогда, когда есть в этом необходимость. И когда у меня есть к этому желание. Иногда мне приятно готовить на костре просто. Иногда я готовлю в фольге. Соответственно, печка-щепочница тоже не нужна. Разные задачи у походов и разное снаряжение, соответственно. Так, дрова очень влажные, потому как неделю шли дожди, все пропитано влагой. Но я насобирала более-менее сухих веточек с деревьев. Все-таки разожгла печку-щепочницу. И сейчас поставлю жариться грибы. А пока грибы выжариваются, я покрошу луковицу, которую я уже почистила. И морковочку маленькую, специально малюсенькую выбирала, так как мне больше и не надо. К сожалению, я заметила, вот в китайской посуде как-то жидятся к посуде крышки делать. То есть вот к котелочку есть крышечка, а к сковородке нету. А не помешало бы. Ну-ка попробуем. Кастрюлькой попробую накрыть. Нормально. О, все. Пускай выпаривается. Кстати, пользуюсь вот этой лопаточкой, что прилагалась к посуде, собственно говоря. Жидкости очень много. Вот. Цель наша, чтобы вот эта вся жидкость выпарилась. Только тогда грибочки будут поджариваться. Я решила схитрить и не ждать, пока выпарится вся жидкость из грибов, а перелить ее в кастрюльку. И она пойдет просто в бульон. А сюда добавлю маслица.
общем-то, высыпаю лучок и морковку. Делаю поджарочку. Овощи с грибами готовы. Буду ставить греться воду, варить картошечку. Так, вода закипела. Варю я очень небольшую порцию супчика. Угу. Вода с бульоном грибным. Сыпем картошечку мелко накрошенную. Так, что у нас тут? Суп получится наваристый. Ну что, пускай закипает. Хотя можно сразу посолить. Тут соли-то так, наверное. Потом попробую. Главное в готовке на печке щепочницы это не пропустить момент, когда прогорели дрова. Иначе потом придется раздувать заново. Поэтому нужно все время посматривать в топочку, как там дела обстоят. И подкидывать дровишки. И тогда будет все замечательно. Ну что, картошка буйно кипит. Я попробовала, она практически готова. Думаю, можно высыпать поджарочку сюда. Грибочки с овощами. Супчик получится густючий. Но это и хорошо. Оп. Не знаю, даже специи добавлять, нет. Вкус я попробовала очень насыщенный из-за грибного бульончика. Степные шампиньоны, они вообще очень и очень имеют интенсивный вкус. Это вам не магазинные шампиньоны. Так, ух ты, какая наваристая штука получается. Ох. Пока все там закипает, я покрошу сыр. Вот думаю, не многовато ли я сыра решила туда покрошить. Такой вот вкуснейший сыр. Мне кажется, многовато. Наверное, это лишнее. Оп. Можно, кстати, не ждать, чтобы сыр полностью расплавился в супе. Можно оставить его кусочками. И так получается даже вкуснее. Как я уже где-то говорила, что-то на вроде сырных клёцок получается. Очень даже симпатично смотрится в любом супе. Ну что там у нас? Ну, в общем-то, кипит. Поэтому высыпаю сыр. Оп. Оп. Так. Мешаем. Угу. Какая прелесть получается, ребят. Собственно говоря, вот его уже в любой момент можно снимать и кушать. Можно еще чуть-чуть проварить, а можно вот уже есть. Прямо сейчас. Это уже как кому захочется. Ну ладно, пускай еще покипит минутку и буду кушать. Какая красота.
Наваристая, наваристая. Кстати, слышно, голоса людей приближаются. Должно быть, грибы собирают. Сегодня же воскресенье, люди отдыхают. Ну что, друзья, суп получился замечательный, вкусный, можно сказать, идеальный. В общем, буду кушать. А всем приятного аппетита. Выходите на природу, готовьте вкусную еду, наслаждайтесь таким шикарным сочетанием, как осенний лес и вкусный суп. Или какая-либо другая еда. Ну, на этом, пожалуй, все. С вами была Татьяна Гордеева. До новых выпусков, друзья. Пока всем!